Привет, меня зовут Иван Бардов, и это небольшой обзор на клавиатуру SmartDuck XS87. Решил собрать отцу механическую клавиатуру и выбрал именно эту. Куплена была на AliExpress, там же заказал переключатели и стабилизаторы в магазине Duroc, ну а колпачки приобрел уже здесь, в России, через группу Dark Project в ВКонтакте. Итак, что можно сказать по поводу клавиатуры? Из названия может показаться, что XS обозначает как Extra Small, то есть она должна быть очень маленькой. Но она ни разу не маленькая. По сути, это обычная клавиатура TKL форм-фактора, и причем далеко не в самом компактном исполнении. Габариты следующие. Высота клавиатуры без ножек. Нижняя часть 10 мм, верхняя часть 20 мм. С ножками, соответственно, 13 мм и 22 мм. Глубина клавиатуры 135 мм, ширина 360 мм. Измерял я все самостоятельно с помощью линейки, поэтому могут быть неточности. Клавиатура не без недостатков, и рекомендовать ее всем не получится. Но обо всем по порядку. Во-первых, плюсы. По меркам механических клавиатур дешево и сердито. Все как мы любим. Разъемы Hot Swap, то есть горячая замена переключателей. Используются разъемы Gateron или Gateron, как угодно. Есть поддержка 5-пиновых переключателей. Светодиоды сверху. Удобно тем, кому нужна подсветка символов. В этом случае она была нужна. USB-C разъем отсоединяемого кабеля. Да, даже сейчас, к сожалению, не везде встречается, хотя уже должно быть стандартом по сути. Есть 3 варианта выведения кабеля. Достаточно большие и солидные резиновые или силиконовые ножки. Минусы. Возможно, это мне так повезло с экземпляром, возможно, мне попался бракованный, но мой экземпляр шумел при включенной подсветке. Чем ярче включена подсветка, чем она интенсивнее, тем больше шума. Пробовал на 2 разных компьютерах, пробовал в том числе на ноутбуке, использовал разные кабели, ничего не помогает. Кроме того, аналогичный шум проявляется при нажатии на функциональную кнопку FN. Возможно, опять же, это именно мне так не повезло и попался бракованный экземпляр. Но на Reddit я увидел, что есть и другие люди, которые сталкивались с похожей проблемой. Для меня такой шум сразу неприемлем ни в коем случае. То есть, если бы я собирал клавиатуру для себя, я бы просто ее вернул на этом этапе. Но поскольку клавиатуру я собирал не для себя, то оказалось, что это даже и не есть большой недостаток. Поскольку у отца достаточно большой фоновый уровень шума в квартире, у него постоянно включен телевизор, у него есть рыжий кот, который или разносит квартиру, или таскает каких-нибудь голубей с балкона. Соответственно, уровень шума клавиатуры на фоне этой вакханалии был абсолютно незаметен. Но, повторюсь, для меня это было бы неприемлемо. Соответственно, если у вас низкий уровень шума и вам попадется такой экземпляр, это будет очень грустно. Еще минус – комплектные стабилизаторы. Это просто какие-то гремящие погремушки, да еще и защелки снизу. То есть, если вдруг что-то со стабилизатором не так, то придется разбирать всю клавиатуру, а это удовольствие, ну скажем так, ниже среднего. В моем случае я сразу же заменил стабилизатор на Duroc, у которых защелки сверху, и их можно просто отдельно вытащить и там смазать, внести какие-то изменения и так далее, что очень удобно. А еще у меня после сборки немножко глючили некоторые клавиши. Пришлось ее всю пересобрать и просто заново подключить разъем. Видимо, он как-то то ли криво стоял, то ли еще чего. В общем, такой странный глюк. И еще конкретно, опять же, у моего экземпляра не хватало одного винтика, который крепил верхнюю панель к корпусу. За кнопками это все не видно, но я-то знаю, что его там нет. И я ощущаю неполноценность продукта из-за этого. В качестве переключателей я выбрал Duroc T1 или T1 на 67 грамм.
Замечательный переключатель, к слову, все полностью исправны, никаких проблем с ними не было. За свою цену вообще фантастический выбор, как мне кажется. Эти переключатели я, естественно, смазал, были смазаны стемы и пружины, и затем также были проложены под кикапы еще и силиконовые кольца, которые устраняют звук при ударе кикапа о корпус переключателя. Разницу вы можете услышать самостоятельно. Слева будут переключатели, которые не смазаны. Сверху переключатели, которые смазаны, но без силиконовых колец. И справа смазанные переключатели и с силиконовыми кольцами. Не уверен, что это будет хорошо слышно на видео, особенно после обработки YouTube, но я вживую разницу слышал очень четко. И тактильно разница также ощущалась. Стабилизаторы также были смазаны, был проведен так называемый Holy мод и были обрезаны немножечко ножки. Выбор кикапов был достаточно сложный. Было 4 критерия. Во-первых, невысокие, во-вторых, PBT пластик, в-третьих, наличие кириллических символов и в-четвертых, чтобы они подсвечивались. Заказал через ВКонтакте. Достаточно долго шла посылка, пришлось напомнить о себе. И, видимо, в первый раз посылку то ли потеряли, то ли не отправили. Но затем все пришло с деком, и я набор получил. В принципе, набор достаточно приятный. Очень толстый пластик, 1,5 мм. То есть, действительно, разница видна, что он очень толстый. Цвет набора и шрифт на любителя. Но здесь выбирать особо-то не приходится, потому что наборов, которые подходят под вышеупомянутые критерии, их на самом деле не так-то и много. Еще и пришлось отскабливать уплотнитель, или как этот полимер называется, от колпачков, поскольку при транспортировке он каким-то образом к ним прилип, и приходилось медиатором аккуратненько шкрябать, чтобы не поцарапать корпус кикапа. Корпус был проложен шумоизоляцией везде, где можно. Использовалось 2 вида шумоизоляции, как и в прошлом видео про GMMK. Одна тяжелая и плотная мастичная, она использовалась частично в нижней части корпуса и между верхней панелью и платой. Другая легкая и мягкая полиуретановая пена. Ей заполнялись оставшиеся полости в нижней части. В результате модификации клавиатура превратилась из легкой такой, которую даже неприятно держать из-за ее легкости погремушки, в достаточно увесистую клавиатуру, которая ощущается как вещь. Соответственно, масса клавиатуры в сборе составила 950 граммов. Ну и, естественно, мастичная шумоизоляция, она не только прибавляет массы, но и достаточно неплохо глушит вибрации. Если я бы выбирал второй раз, я, скорее всего, не остановился бы на этой модели. Естественно, самый существенный минус для меня – это шум. Опять же, возможно, это мне попался такой неудачный экземпляр, но если шум присутствует и на других экземплярах, и это или так задумано, поскольку компоненты дешевые, или же это достаточно распространенный брак, то я бы не рекомендовал. Если же этот недостаток не так сильно напрягает, то со всем остальным можно мириться, все остальное чинится, модифицируется, и при наличии относительно прямых рук можно сделать, в принципе, весьма неплохую рабочую клавиатуру. Даже я со своими достаточно кривыми руками собрал все нормально, ничего не сломал. Отец доволен, кот доволен. Ну а дальше сравнение звучания 3 клавиатур. Соответственно, это GMMK TKL, который я собирал ранее. Вот эта клавиатура SmartDuck XS87. И другая клавиатура TBOSync, про которую я еще планирую только сделать небольшой обзор. На этом у меня все. Благодарю за просмотр видео. Всего доброго.